Всем привет! В этом видео для вас и в свое удовольствие покажу и расскажу, как я шью символ 2020 года мышь. Приятно познакомиться. Меня зовут Дора. Это первый урок из мышиной коллекции. Во втором уроке я буду шить платьице для мышки, а в третьем уроке буду шить жилетку и бабочку на шею для мышки мальчика. Кто-то боится мышей, а кто-то обожает. Наблюдения за мышами показали, что эти существа не очень-то и любят сыр. А вот фрукты и овощи – это их любимое лакомство. Коротко о материалах. Мне понадобится ткань велюр серо-голубого цвета, ткань велюр розового цвета, флизелин, холофайбер, полиэстеровые нитки номер 60, прочные нитки коричневого цвета, стразики для глаз, розовая полубусина для носика, клей-пистолет, водостойкий клей. На изнаночной стороне основной ткани рисую все детали будущей мышки. Вырезаю детальки. Ткань велюр розового цвета тянется, поэтому я ее предварительно проклеиваю флизелином. Отрисовываю все необходимые детали игрушки. Вырезаю. Лекало мышки вы можете скачать бесплатно по ссылке в описании. В итоге получилось 2 детали туловища, 1 деталь животика, 1 деталь донышка, 2 детали ножек, 4 детали ступней, 4 детали ручек, 4 детали ладошек, 4 детали ушек, 1 деталь хвостика. По лицевой стороне основных деталей ставлю все обозначения, которые отмечены на лекале красным цветом. Для этого я использую гелевый стержень контрастного цвета. Следующий этап – заготовка мелких деталей. Ширина шва 5 мм для всех деталей. Сшиваю ушки. Хвостик прошиваю, сложив его пополам лицевой стороной вовнутрь. Ладошки пришиваю к деталькам ручек. Ступни ног прошиваю не полностью, приблизительно 5 см от верха. Туловище мышки прошиваю в районе носика строго до надсечки, указанной на лекале. Теперь ставлю закрепки на ручках на стыках ладошки с деталью ручки. Раскрываю вам мой секрет, как сшивать так, чтобы на стыках контрастные детали точно совпадали без перекосов и смещения. Пробовала я скалывать иголочками, но не всегда ворсовую ткань удавалось сшить идеально в стык, поэтому решила попробовать сшивать без скалывания. Для этого припуски на шов ладошки и ручки отгибаю в противоположные стороны и тогда ставлю закрепку. В 100% случаев никакого смещения на стыке не будет. Ступни ножек раскладываю и пришиваю к основной детали ножки по нижнему краю. Для хорошей стыковки ступни ножки с основной деталью я таким же образом ставлю закрепку, отгибая припуски на шов в противоположных направлениях. На качество готовой игрушки этот момент повлияет только положительно. Ручки прошиваю строго по контуру срезов. Прошиваю по контуру ножки, начиная от верха. Дальше пришиваю животик к туловищу. Укладываю верхний уголок с выступом 5 мм лицом к лицу к левой детали туловища мышки. Прошиваю примерно 2 см от нижней крайней точки шва на основной детали. Разворачиваю деталь животика к правой части основной детали и таким же образом, начиная от крайней точки, прошиваю примерно 2 см. Вот такая стыковка должна получиться.
Дальше, начиная от нижнего среза, сшиваю животик с левой и правой основной деталью. В итоге это выглядит вот так. Прошиваю центральный шов спинки, начиная от низа. Тело мышки почти готово. На изгибах подрезаю швы. В местах изгиба животика ставлю надсечки. Носик подрезаю тоже близко ко шву. Подрезаю швы ножек в местах изгибов. Ручки также подрезаю на всех закруглениях. Ставлю надсечки в уголках. Подрезаю припуски на шов на ушках. Аналогично поступаю и с хвостиком. Выворачиваю детальки на лицевую сторону. В ручках выправляю уголки. Чтобы вывернуть хвостик, я использую крючок для вязания. Начинаю выворачивать от кончика. При выворачивании хвостика может возникнуть небольшая сложность, но это вопрос тренировки. На примере ручек можно увидеть, что деталь ладошки и деталь ручки состыкованы без перекосов и смещения. Ушки для мышки. Отутюживаю ушки. Срезы подворачиваю вовнутрь на ширину 5 мм. Наношу капельку клея между подвернутыми срезами. Склеиваю между собой. Пришел черед холофайбера. Наполняю им ручки и ножки, но не до самого верха. Должно остаться небольшое пространство. Верхние срезы ручек загибаю вовнутрь и склеиваю между собой при помощи клея-пистолета. Чтобы ножки было легче соединять с основной деталью, я их прошиваю по верхнему срезу шириной шва 5 мм. Задний шов ножки должен располагаться строго по центру. Пришиваю хвостики ножки к основной детали. Средний шов хвостика должен смотреть вниз. Ножки пришиваю строго по надсечкам, которые расположены внизу, на животике. Совмещаю с надсечкой средний шов ножки. Таким образом получается, что средний шов ножек тоже смотрит вниз. Острые углы вверху ножек располагаются по направлению к туловищу. Вкладываю вовнутрь туловища ножки и хвостик. Донышко укладываю лицом к лицу с туловищем. Пришиваю донышко, совмещая надсечки, указанные на лекале. При этом в сторону от хвостика оставляю небольшое отверстие для выворачивания мышки. Получается такая конструкция. Теперь выворачиваю мышку Дору на лицевую сторону. При этом выправляю все швы и носик. Чтобы носик хорошо смотрелся, я выправляю его при помощи иголочки. Наполняю туловище Доры холофайбером.
Нужно смотреть, чтобы наполнитель укладывался равномерно. Потайным швом зашиваю дырочку для набивки. Я использую белые нитки. Так как ткань имеет небольшой ворс, нитка в результате видна не будет. Не зря этот шов называется потайным. Подготавливаю ушки. Складываю готовое ушко пополам, розовой стороной вовнутрь. Ставлю обычную закрепку внизу посерединке. Пришиваю ручки к туловищу. На тельце мышки стоят линии, по которым нужно ориентироваться во время пришивания ручек. Ставлю закрепку на туловище Доры и начинаю тем самым потайным швом пришивать сначала заднюю часть ручки, затем переднюю. Красная линия должна быть спрятана внутри шва. Если сказать проще, то ручку я прошиваю как бы по кругу. Так как эта ткань довольно плотная, то вручную без наперстка ее шить непросто. У вас может быть совершенно другая ткань, поэтому наперсток может и не пригодиться. Когда ручки на месте, пришиваю ушки. Техника пришивания ушек аналогичная. Начинаю пришивать от верхней точки красной линии по кругу. Складочки на ушках должны смотреть в противоположные стороны. Заканчиваю пришивать ушко в том же месте, где и начинала. Теперь формирую мордочку. Чтобы не оставалось на теле Доры проколов от иглы и не заминался ворс, я ввожу иглу между швом внизу головы. Упрощаю себе задачу тем, что мордочку формирую без отрыва нитки. Сначала несколькими стежками утягиваю глазки. Закрепок не ставлю. Первыми несколькими стежками утяжку не делаю. Это поможет нитке самостоятельно закрепиться внутри без каких-либо узелков. Когда утяжка глазок готова, перехожу к бровям. Делаю по 2 стежка. После этого формирую ротик. От брови прокол делаю в намеченную точку для ротика. Затем прокалываю в точке стыка основной детали с животиком. Аналогично прокалываю со второй стороны туловища. Процедуру с ротиком повторяю дважды. Закрепляю нитку в уголке ротика. Вывожу из мышки нитку с иголкой таким же образом, как и начинала шитье. Моя Дора значительно похорошела. А теперь мастер-класс в мастер-классе. Звучит необычно. Как я делаю глазки? Есть несколько способов, как это сделать. Способ первый. Можно купить уже готовые стразы черного цвета в магазине. Способ второй. Если нет черных стразов в магазине, можно купить любые стразы подходящего размера и покрасить их черным лаком для ногтей. Способ третий. Это тот самый момент, когда использовать приходится подручные средства. Как-то я для одной из поделок заказала на Алиэкспрессе сережки-гвоздики. Мне нужно было несколько штучек, а остаток не выбрасывать ведь, все в норку. Вот и пришла мне идея сделать глазки для мышки из этих сережек. Так как ножки сережек из пластика, я легко обрезаю их ножницами. Ставлю их на кусочек пластилина, который у меня уже подготовлен для этого случая.
Крашу черным лаком для ногтей. После того, как лак высохнет, глазки готовы. Приклеиваю глазки на водостойкий клей. Носик. С ним тоже все очень просто. Предварительно я сделала при помощи клея-пистолета капельки на вощеной бумаге. Это бумага с гладкой поверхностью, к которой не приклеивается клей из пистолета. После застывания разукрасила розовым лаком для ногтей. Вот и готов носик. Я знаю, что некоторые мастера делают такие вещи при помощи полимерной глины, но я решила упростить себе задачу. Приклеиваю носик на тот самый водостойкий клей. Вот и все, мышка Дора готова. Позитивная игрушка, сделанная своими руками, отличный подарок по любому поводу. Продолжение следует. Добра вам! Дорогие гости моего канала, если вам понравилось видео и было полезным, подписывайтесь на канал, оценивайте и жмите колокольчик. Благодарю всех за просмотр.